25 июня 2026 года. На Гавайях вулканологи из геологической службы США смотрят на тилтметр. Он показывает продолжающийся подъем грунта под кратером Халемау-Мау. Вершинная камера фиксирует свечение вентиляционных отверстий. Модели говорят, между 25 и 27 июня вероятен старт 50-го по счету эпизода лавового фонтанирования. Прямо сегодня или завтра. Одновременно с этим под исландским полуостровом Рейкьянес сидит 26,5 миллионов кубометров магмы. Больше, чем накапливалось перед любым из 9 предыдущих извержений в этой серии. Серия началась в декабре 2023-го, выдала 9 эпизодов за 1,5 года, и вот уже почти год – тишина. Исландское метеорологическое бюро говорит прямо: дайк, интрузия и новое извержение остаются наиболее вероятным сценарием. А на Филиппинах вулкан Майон не останавливается уже 170 дней подряд. Я хочу поговорить о том, что происходит с планетой прямо сейчас. Не в абстрактном геологическом смысле, а буквально этим летом, по официальным данным. Без предсказаний точных дат и без разговоров про конец света. Но сначала нужно договориться о терминах, потому что тут легко запутаться. Действующий вулкан – это тот, который извергался в течение последних 12 тысяч лет или имеет признаки активной гидротермальной системы. По этому критерию на планете насчитывается порядка 1300-1500 таких объектов. Большинство из них просто считаются потенциально активными и десятилетиями не подают никаких признаков. Другое дело – вулканы с продолжающимися извержениями. Смитсоновский глобальный вулканический программ фиксирует в любой момент около 45-50 таких. И продолжающиеся не всегда означает, что лава течет по улицам. Иногда это просто устойчивый пепловый шлейф. Еще важный нюанс про рейтинги угрозы. Когда USGS публикует список самых опасных вулканов США, там учитывается не только геология, но и население рядом, авиационные маршруты, инфраструктура. Вулкан с огромным потенциалом последствий и без единого недавнего признака активности может оказаться выше в этом рейтинге, чем тот, который реально сейчас что-то делает. Это принципиально разные вещи, и их регулярно путают. Для реальной оценки вулканологи смотрят не на один сигнал, а на совокупность. Признаки делятся на несколько независимых групп. Сейсмическая активность, рает ли вулкан землетрясениями или появился ли тремор, деформация поверхности, поднимается ли грунт, что фиксируют GPS-датчики и радарные спутниковые снимки, геохимия, растут ли выбросы диоксида серы или углекислого газа, тепловые аномалии, видят ли спутники что-то горячее там, где раньше не было, и прямые визуальные наблюдения – пепел, лава, свечение. Один сигнал – это повод наблюдать. 2 независимых – уже повод серьезно говорить о повышенной вероятности. Именно поэтому обсерватории публикуют данные по каждой группе отдельно, а не единым индексом опасности. Такой индекс скрывал бы структуру того, что происходит. Начну с Гавайев, потому что там сейчас происходит нечто, что я бы назвал одним из самых наблюдаемых вулканических процессов истории. Килауэа запустил нынешнюю серию эпизодического фонтанирования в декабре 2024-го. С тех пор кратер Халемау-Мау пережил 49 отдельных эпизодов. И этим цикл уже стал рекордным. Предыдущий рекорд принадлежал серии Пуо 83-86 годов с ее 47 эпизодами. И он перекрыт. Механика понятна почти как часовой механизм. Магма поднимается в резервуар, тилтметр фиксирует инфляцию, в кратере разгорается свечение, это предвестники, потом несколько часов и начинаются фонтаны. В 49-м эпизоде они достигали 210 метров, пепловый шлейф поднимался до 5,5 километров над уровнем моря. Потом все резко останавливается и цикл начинается снова. Каждый эпизод длится от нескольких часов до суток. Пауза от нескольких дней до нескольких недель. Я почитал ежедневные отчеты HVO и обратил внимание на деталь, которую сложно заметить в новостных заголовках. Геологическая служба США 23 июня написала прямым текстом: наиболее вероятное окно для 50-го эпизода с 25 по 27 июня, скорее всего, 26-го.
Они предсказывают конкретное событие в конкретные даты на основе измерений. Это не пресс-релиз с оговорками, а нормальная рабочая сводка. При этом все это происходит внутри закрытой части Национального парка Гавайских вулканов и не угрожает жилым районам. Почти метрономический ритм. Это категорически другая история, чем когда говорят «вулкан взорвался». Совсем другой характер у исландского сценария. Там нет ритма и метронома, там пауза, которая уже почти год все тянется и тянется. Серия на линии кратеров Сундхнукур закончила 9-е извержение в июле 2025-го. С тех пор внешнее спокойствие. Но GPS-датчики в районе Сварценги фиксируют устойчивый подъем грунта около 2 см в месяц, а под поверхностью к концу мая накопилось 26,5 миллионов кубометров магмы. Это больше, чем было перед любым из предыдущих 9. Исландское метеобюро в своем официальном тексте говорит прямо: магматическая дайк-интрузия и извержения по этой линии кратеров остаются наиболее вероятным сценарием. Проблема во времени предупреждения. Перед предыдущими исландскими извержениями в этой серии предупреждение варьировалось от 20 минут до 4 часов. Не дней, часов. Именно поэтому поселок Гриндавик по-прежнему закрыт для проживания. 3800 жителей эвакуировали еще в ноябре 2023-го, и с тех пор они не вернулись домой. Поселок периодически открывают для дневных визитов, потом закрывают снова. Лава добралась до нескольких домов и их повредила. Это не исторические здания, это обычные жилые дома, из которых люди вышли с вещами 2,5 года назад. Лава в этой серии несколько раз угрожала еще и Сварценгской геотермальной электростанции, объекту, который снабжает теплом около 30 тысяч домов на полуострове. Вокруг нее насыпали земляные дамбы. Одно из предыдущих извержений подняло такой столб диоксида серы, что его зафиксировали над Эдинбургом в 1368 километрах от места событий. Местные власти подтвердили, угрозы для здоровья горожан не было, но это хорошо показывает масштаб выброса. Честная оговорка. В мае-июне ЭМО зафиксировал, что темп накопления магмы немного замедлился. Это сдвинуло окно вероятности, если ничего не изменится, повышенная вероятность нового извержения ожидается ближе к осени. Но системы в Земле не ведут себя как прогнозы. На Филиппинах третий тип ситуации. Не эпизоды и не пауза, а просто непрерывность. Майон. Правильный конус, почти идеальная геометрия, стратовулкан над заливом Альбай. По числу зафиксированных извержений с 16 века это самый активный вулкан Филиппин. Нынешний эпизод начался в начале года и не прекращается. Каждый день лавовые потоки по 3 руслам, пепловые шлейфы до 1,5 километра над кратером, камнепады, сейсмический тремор. 22 июня выбросы диоксида серы составляли 1313 тонн в сутки. Фиволкс держит уровень тревоги 3 из 5. 6-километровая зона вокруг кратера закрыта. На середину июня в эвакуационных центрах находились почти 4000 человек. Есть деталь в характере этой активности, которую легко пропустить. Лавовые потоки по руслу Басут достигли 3 километров 800 метров в длину, и там остановились. Это признак того, что система сейчас выпускает давление через медленное лавовое истечение, а не накапливает его для чего-то взрывного. Ситуация может измениться, и это не успокоительный вывод. Но это честный контекст, который обычно остается за кадром. Подписывайтесь на канал, это именно то, чем мы тут занимаемся. Берем официальные данные и разбираемся, что из них следует, а что нет. На Гавайях ритмичный цикл. В Исландии долгое накопление давления. На Майоне непрерывный поток без пауз. Но все это меркнет по масштабу, когда смотришь на Яву. На Яве прямо сейчас работают одновременно Мерапи и Семеру. На одном острове с населением в 150 миллионов человек. Мерапи большинству людей знаком хотя бы по названию. Извержение 2010 года унесло жизни 353 человек. Пирокластические потоки тогда шли быстрее, чем люди успевали уходить. С тех пор вулкан не успокоился, просто не уходит в острую фазу.
Сейчас продолжаются лавовые лавины с активного купола на юго-западном фланге. Периодически фиксируются пирокластические потоки. Уровень тревоги 3. Зоны ограничения от 3 до 7 километров в зависимости от направления. Йогьякарта с 4 миллионами жителей стоит примерно в 30 километрах к югу. Семеру – другой характер. Самый высокий вулкан Явы – 3676 метров. Он извергается непрерывно с 1967 года, почти 60 лет без остановки. Пепловые столбы каждый день, камнепады, периодические пирокластические потоки вниз по руслу Кобакан. Уровень тревоги 3. Запретная зона 5 километров от кратера и 13 километров вдоль этого русла. Когда смотришь на них вместе, возникает вопрос, как вообще живут люди рядом с этим? Деревни на склонах Мерапи там уже несколько веков. Часть жителей возвращается после каждой эвакуации, как только разрешают. Причина понятная. Вулканический грунт дает урожай, с которым мало что сравнится. Это не безрассудство. Это длинная история совместного существования с тем, что нельзя убрать или переехать. Тут хочу добавить кое-что, что сам не до конца осознавал до того, как начал разбираться в теме. Яванские вулканы наблюдаются индонезийским агентством PVMBG. Это одна из самых нагруженных вулканологических служб в мире. На территории страны больше 130 активных вулканов, и агентство ведет мониторинг почти всех. Это колоссальная задача при ограниченных ресурсах. При этом Мерапи – один из самых оснащенных объектов в Индонезии. Плотная сеть сейсмографов, GPS-точки, тепловизионные камеры, регулярные газовые замеры. Не у каждого индонезийского вулкана такое. Это важно понимать, когда читаешь сводки. Качество данных зависит от того, сколько внимания конкретному вулкану досталось исторически. Пока я смотрел на эти 3 сюжета – Гавайи, Исландию, Индонезию – у меня постепенно сложилась более широкая картина. Потому что за кадром остается еще добрый десяток точек, которые не попадают в новости, но работают. Шевелуч на Камчатке. Один из самых активных вулканов России и вообще один из самых активных стратовулканов планеты. В первой половине этого года он регулярно появлялся в еженедельных сводках. Пепловые выбросы, лавовые лавины от растущего купола на вершине. 8 июня пепловый шлейф поднялся до 10 километров. Это авиационный красный код, что означает реальную угрозу для самолетов. Не попадает в западные ленты просто потому, что Камчатка далеко и над ней нет основных авиамаршрутов. Но вулкан работает. Сабанкая в Перу. Другая история. Пепловые шлейфы до 2 километров, тепловые аномалии, постоянные выбросы серы, оранжевый уровень. В сводке всю первую половину года без каких-то резких изменений, просто стабильно, фоново. Это давно активный вулкан, который давно наблюдается перуанским IGP. Там нет никакого нарастающего кризиса, есть просто постоянно работающая система. По росе в Колумбии интереснее. Там в июне шла низкоуровневая изверженная активность с сейсмикой, тепловой аномалией и деформацией одновременно. Именно такое сочетание нескольких независимых признаков разного типа и является тем, на что вулканологи смотрят внимательнее всего. Один сигнал – это фон, 3 одновременно – это разговор. В 3-ю неделю июня, по данным еженедельного бюллетеня GVP, продолжающаяся активность фиксировалась одновременно на 17 вулканах. Стромболи в Италии непрерывно извергается уже, по разным оценкам, более 2000 лет. Небольшие взрывы каждые 10-20 минут. Это просто его обычное фоновое состояние. Этна в июне снова выдала вершинную активность с кодом Yellow и Orange. Все это идет параллельно, не как цепочка событий, а как одновременный фон. Это не кризис. Земля так работает постоянно, просто об этом не пишут без повода. Есть еще один класс событий, который мне кажется самым недооцененным – подводные вулканы. В июне в том же еженедельном бюллетене появился Титан-Ридж в Папуа-Новой Гвинее. Обесцвеченная вода, пемзовые плоты на поверхности океана – признаки подводного извержения. Мы знаем об этом только потому, что кто-то увидел цвет воды с поверхности.
По оценкам, на дне океана находится около 75% всей вулканической активности планеты, большинство вдоль срединно-океанических хребтов. Почти все это происходит без нашего ведома. Нет сейсмографов, нет GPS-датчиков, нет газоанализаторов. Просто вода чуть другого цвета и Пемза на волнах. Есть одна тема, которую медиа любят разгонять, и я не могу ее не коснуться. Камп Флегреи. Флегрейские поля к западу от Неаполя. Периодически появляется в заголовках со словом «супервулкан» и формулировками в духе «ученые бьют тревогу». Факты такие. С 2005 года там идет новая фаза брадисейзма – медленного подъема Земли. К апрелю 2025 накопленный подъем составил около 144 сантиметров. Фиксируется землетрясение. Уровень тревоги с 2012 – желтый. Все это правда. Но USGS прямо приводит камп Флегреи как пример длительного беспокойства, которое может продолжаться десятилетиями без извержения. Брадисейзм здесь фиксировался еще в 50-х и 60-х. Тогда тоже была эвакуация из-под Суоли. В 69-м и снова в 83-м. Ни тогда, ни потом извержения не последовало. Вулкан не извергался с примерно 780 года нашей эры. Разрыв между «системе неспокойно» и «извержение близко» огромный, и его нельзя перепрыгивать, сколько бы Неаполь ни стоял рядом. Это подводит к вопросу, который я считаю самым честным из всех возможных в этой теме. Что на самом деле умеет и чего не умеет наука предсказывать? Я не говорю, что она бессильна. Она очень хорошо умеет говорить «активность выше фона». В системе накапливается магма. Следующий эпизод в течение 2-3 дней. Это реальные достижения, за которыми стоят десятилетия наблюдений и хорошая физическая модель конкретного вулкана. Но сказать точную дату первого крупного извержения вулкана, который молчал 600 тысяч лет, это принципиально другая задача. И она пока не решена ни для одного вулкана на планете. Разница между этими двумя задачами в том, насколько хорошо вулкан изучен и насколько стабильна его система. Килауэа изучается с 1912 года, и нынешний ритм фонтанирования – это хорошо откалиброванная система с понятными параметрами. На камп Флегреи система настолько сложная, там несколько очагов, разные водоносные слои, вековые изменения температуры, что ни одна модель пока не дает надежного прогноза, дальше беспокойство продолжается. Есть еще одна вещь, которую часто упускают. Масштаб наблюдения сегодня – это то, чего не было 30 лет назад. Спутниковые радарные интерферограммы позволяют видеть подъем грунта в сантиметрах с орбиты. Данные о выбросах диоксида серы со спутников Тропоми обновляются почти в реальном времени. При этом даже там, где инструменты хорошие, каждый вулкан остается немного другим. Даже на Килауэа каждый эпизод чуть отличается от предыдущего, несмотря на 100 с лишним лет наблюдений. На Йеллоустоне последнее крупное извержение было 635 тысяч лет назад. И по состоянию на июнь 2026 он держится на штатном уровне тревоги и зеленом авиационном коде, без значимой деформации кальдеры. Это тоже факт, который обычно не попадает в заголовки. И последнее, что я хочу сказать. Удобная журналистская рамка для вулканов «Спящий гигант просыпается». Она работает на клик, но почти всегда неточная. Самые активные вулканы прямо сейчас – не спящие гиганты, а давно известные, давно наблюдаемые системы. Майон работает с 16 века, Семеру непрерывно с 67-го. Килауэа почти не останавливался с 83-го, просто меняет характер активности. Это не значит, что сюрпризы исключены. Фреатический взрыв – это когда вода контактирует с раскаленной породой и давление пара пробивает крышу. Никакого подъема магмы, никакого нарастающего тремора за неделю до этого. Именно так случилось на японской горе Онтаке в 2014-м. Обычная суббота, горные туристы на склоне, 30 минут предупреждающих сигналов, и 63 человека не вернулись. USGS прямо пишет на своем сайте: большинство вулканов дают предупреждающие признаки,
но фреатические взрывы могут происходить почти без предупреждения. Это реальное ограничение метода, а не оговорка для перестраховки. Но в среднем наиболее убедительные признаки реальной активности сейчас есть именно у давно известных, давно изучаемых точек. Исландские Сварценги с 26 миллионами кубометров накопленной магмы, Килауэ с его почти ежемесячными эпизодами фонтанирования, Майон и оба яванских вулкана. Именно там несколько независимых признаков одновременно, официально поднятые уровни тревоги и живые люди, живущие не у себя дома из-за этого. Это просто то, как выглядит планета, если смотреть на нее честно, по официальным данным, без кликбейта в обе стороны. Не все спокойно, не все горит. Не забудьте подписаться на канал и до новых выпусков!